Всем привет! Значит, сегодня мы с супругой хотим вам продемонстрировать рецепт, у которого нет как такового названия, потому что, в принципе, это смесь рецептов. Это мы часть взяли из каких-то мексиканских рецептов, итальянских, гавайских и так далее, и тому подобное. Куча рецептов. Ну, как минимум, здесь вот штуки 3, а то и 5 рецептов, смешанных в одно. Собственно говоря, это мега классный, мега вкусный, мега острый, мега нажористый суп, рецепт которого мы вам демонстрируем. Значит, для приготовления данного супа нам потребуются следующие ингредиенты. Морковочки, где-то, не знаю, 2 корня имбиря, вот так, 2 корня имбиря вот такого вот размера, 4 перца где-то размером с кулак, ну и мясо. Курятина и говядина. Также вымочить мясо в соевом соусе. Смесь мяса, курица и говядина. И сейчас измельчаем вот перчик острый, красный, как он называется? Острый красный перец. Вот, и заливаем соевым соусом. И даем настояться минут 10. И 20 минут настояться, да? Да. Периодически помешиваю каждые 5 минут. Чеснок, вот 3 головочки хватит, обжариваем с имбирем. Наливаем маленько подсолнечного масла прямо в кастрюлю. Закидываем имбирь и выдавливаем чеснок. Вот. Можно выдавить, можно нарезать, собственно говоря, значения особо не имеет. И обжариваем где-то минут 5 все это. Свежий острый перец в нашу зажарку имбиря с чесноком. Вот. Жарим на среднем огне, прожариваем 5 минут. Как мы видим, мясо почти что весь соевый соус выпило. Вот тут, то есть, впитало в себя. И сейчас мы мясо закидываем в нашу поджарку. Сейчас перемешиваем мясо с имбирем, ну и пару минут жарим, и потом мы добавляем свежий острый красный перец и где-то пол-литровой баночки томатной пасты. Именно томатной пасты, а не соуса, не кетчупа, ничего подобного. Вот этот сейчас перец придаст такую хорошую, знатную остроту всему супу. Пол-литровой баночки. Ну или по вкусу. Если кто-то не любит пасту, можно вообще ее не добавлять. По большому счету она не настолько вкус дает, насколько цвет. И также все это перемешиваем. Добавляем 2 столовые ложки сахара. Ну, конечно же, это на любителя по вкусу. Мне лично так нравится. Опять маленько все это мешаем. Добавляем свежемолотого перца. Ну, вот столечко немножко. Ну и также, опять же, перца можно по вкусу, можно добавить больше. Хотя с большего здесь этот перец даст не столько остроты, сколько какой-то вкус добавит, аромат. Закидываем морковку, как я говорил, 3 морковины порезанные, потертые на крупную терку. 5 морковин закидываем? Здесь было 3 только. А, ну хорошо. 5 морковин, потертых на крупную терку, 4 болгарских перца, примерно размером с кулак. Сладких перцев, естественно. Наливаем воды на глаз, ну вот, чтобы все это покрылось водой, чтобы оно все в воде было. Хорошенько перемешиваем. Если надо, добавляем еще воды и ставим вариться, ну, минут на 20 где-то. Если вам не хватает соли от соевого соуса, то добавляем, ну, соли в воду, просто подсаливаем. Естественно, пробуем на свой вкус. Прошло примерно 20 минут, суп, можно сказать, готовый. Сейчас закидываем баночку оливок. Прямо целиком не резать, но если хотите, можете порезать напополам. И баночку маслин. Может быть, я их спутал, что-то из них черное, что-то из них зеленое. Также закидываем туда зелени. Если хотите, можно сразу в тарелочку, можно в кастрюлю. Мы предпочитаем в кастрюлю. Также можно добавить сыра фету. В принципе, супруге нравится, мне нет, поэтому каждый добавляет себе в тарелку. Ну, на этом, собственно говоря, суп готов. Все, разливаем его в тарелки и приятного аппетита.
Ну, собственно говоря, вот такой вот вышел супец. Всем приятного аппетита.